Возможно ли, что одно короткое сообщение способно изменить весь настрой мировой звезды, которая до сих пор казалась непоколебимой? Что, если это сообщение пришло от того, кто когда-то делил сцену, смех и слезы, а затем внезапно появился после долгого периода молчания, вызванного не только физической, но и эмоциональной дистанцией? В тот вечер, закончив свой прямой эфир, Чун Джон-гук, самый младший участник BTS, казалось, потерял дар речи, когда экран его телефона загорелся, отображая имя, заставившее миллионы армий по всему миру затаить дыхание. Ким Тэ-хён. Что именно было в этом сообщении, что заставило Чун Джон-гука выглядеть таким опустошенным и эмоциональным? И почему сообщение пришло сразу после большого концерта в Инчоне, который был назван одним из самых эмоциональных моментов в истории их встреч? Все началось, когда Чун Джон-гук вышел в прямой эфир на платформе Weverse всего через несколько часов после концерта в Инчоне, поразившего мир. Его лицо выглядело уставшим, но счастливым, словно все еще убаюканным энергией тысяч фанатов, заполнивших стадион. И все же в ту ночь что-то было иначе. Его голос дрожал, когда он говорил об очень значимом дне. Он не стал много объяснять, лишь сказав: «Сегодня я снова встретился с кое-кем, и мне показалось, что время на мгновение остановилось». Эта фраза немедленно вызвала огромные спекуляции среди фанатов. Кого он имел в виду? Почему он выглядел, будто сдерживает что-то тяжелое на груди? Пока в конце трансляции, как раз когда Чун Джон-гук собирался прощаться, на экране его телефона появилось уведомление. Он посмотрел на него на мгновение, слабо улыбнулся, а затем его глаза наполнились тоской. Камера все еще работала. Арми секунду за секундой наблюдали, как его выражение лица менялось в прямом эфире, от светлого до полного эмоций. «Тэ-хён!» – прошептал он тихо, едва слышно. И с этого все началось. После окончания трансляции социальные сети немедленно взорвались. Ключевое слово «Джон-гук Тэ-хён Месседж» возглавило тренды в разных странах. Арми в Твиттере и ТикТок соревновались в догадках о содержании сообщения, отправленного Тэ-хёном. Многие думали, что это просто случайное сообщение, поздравляющее Чонгука с успешным концертом. Но многие были убеждены, что сообщение несет более глубокий смысл – эмоциональную коммуникацию, которая знаменует новую главу в отношениях двух друзей, когда-то разлученных занятостью и временем. Согласно нескольким источникам, близким к персоналу концерта, встреча Чонгука и Тэ-хёна за кулисами действительно состоялась. Однако никто не ожидал, что короткая встреча продолжится таким душераздирающим сообщением. Один сотрудник, пожелавший остаться неназванным, сказал: «Тэ-хён пришел тихо. Никаких медиа, никаких камер. Он просто хотел поздороваться с Чонгуком». Но когда они увидели друг друга, атмосфера была по-настоящему эмоциональной. Было сказано немного слов, но все, кто видели, знали – это была необычная встреча. Концерт в Инчоне в ту ночь действительно имел необычные ощущения. Чун Джон-гук вышел с выступлением, которое фанаты назвали одним из самых честных и проникновенных за всю его сольную карьеру. Он исполнял песни, которые изображали путешествия, потерю и тоску. Темы, которые многие стали связывать с его эмоциональной динамикой с участниками BTS, которые теперь идут своими путями. Но никто не знал, что среди тысяч прожекторов в углу зала, незамеченным многими, присутствовал человек большой значимости. Ким Тэ-хён пришел тихо. Он сидел в заднем ряду, в черной шляпе и маске, едва узнаваемый. Некоторые фанаты, сидящие в вип-зоне, утверждали, что видели фигуру, которая выглядела как Тэ-хён, но не решались подтвердить. Только после окончания концерта и распространения слухов об эмоциональном сообщении до них дошло, что то, что они видели, было не просто похожим человеком. Это был он. Согласно сообщениям, циркулирующим в международном сообществе армии, сообщение, которое Тэ-хён отправил Чонгуку, содержало простую, но значимую фразу. «Я видел тебя на сцене сегодня вечером, и я горжусь тобой. Мир может меняться, но мое сердце остается прежним, когда я вижу, как ты поешь». Эта фраза, если она правдива, является свидетельством того, насколько глубока связь между ними.
Чунгук, известный как сильный, но чувствительный человек, по сообщениям прослезился после прочтения сообщения. Через несколько секунд после окончания прямого эфира персонал, который все еще находился в комнате, сказал, что Чунгук долго сидел, глядя в свой телефон. Он закрыл лицо руками, и в комнате воцарилась тишина. Ни слова не сорвалось с его губ, но его слезы ответили на все. Ночь, предшествовавшая концерту полному шумихи, превратилась в ночь размышлений, молчания и грусти. Отношения Чунгука и Тэхёна долгое время были одной из самых горячих тем в армии. Они известны как лучшие друзья, стильной химией с самого дебюта. От смеха за кулисами до эмоциональных моментов на сцене эти двое, казалось, дополняли друг друга. Но в последние годы их редко видели вместе на публике, что породило различные спекуляции, от занятости до эмоциональной дистанции. Поэтому этот момент в Инчоне стал чем-то необычайно редким и трогательным. Когда эта новость просочилась, различные южнокорейские развлекательные СМИ начали сообщать об этом. В одной статье из The Dispatch было написано: «Нет ничего более искреннего, чем встреча двух сердец, которые когда-то шли вместе к одной мечте». Эта фраза идеально иллюстрирует, каково это – видеть, как Чунгук и Тэхён воссоединяются, пусть даже всего лишь через сообщения. Тем временем на международных форумах, таких как Reddit и Twitter, тысячи армий выражали свои эмоции. Один написал: «Им не нужно много говорить, потому что мы все знаем, насколько глубоки их отношения». Другой добавил: «Видеть, как Чунгук плачет, это не признак слабости, а доказательство того, что его сердце остается человечным за мировым вниманием». Интересно, что после инцидента официальный аккаунт Чунгука не стал активным немедленно, как обычно. Никаких новых загрузок, никаких ответов на комментарии, просто тишина. Однако тишина красноречива. Было похоже, что Чунгук обрабатывал что-то глубокое, момент самоанализа, возможно, примирения. Многие фанаты считают, что сообщение от Тэхёна – это не просто поздравление, а скорее начало чего-то большего, сближения, возможно, даже намек на будущее воссоединение БТС. Через несколько дней Тэхён также сделал загадочную публикацию в Инстаграм. Фотография ночного неба в Инчоне с короткой подписью «Некоторый свет все еще сияет, хотя это уже не одно небо». Эта фраза была напрямую связана с Чунгуком. Многие фанаты считают, что это символ их отношений, разлученных занятостью и временем, но все еще сияющих воспоминаниями и взаимным уважением. Если смотреть с эмоциональной и символической стороны, это событие показывает нечто большее, чем просто отношения между двумя айдолами. Речь идет о человечности, о том, как два человека, которые выросли вместе, под давлением мировой популярности, все еще могут испытывать ностальгию, чувство тоски и тепло друг к другу. Чунгук и Тэхён – это не только мировые иконы, но и отражение подлинных человеческих отношений в публичном и цифровом мире. Для многих армий этот момент является напоминанием о том, что за прожекторами и великой сценой участники БТС все еще остаются простыми смертными, которые тоскуют по простым временам, когда они были всего лишь 7 молодыми людьми, мечтая в маленьком общежитии в Сеуле. А для Чунгука сообщение от Тэхёна – это не просто цифровой текст, это эмоциональный мост, который воссоединяет его с добрыми старыми временами, а также надежда на будущее, которое, возможно, еще не окончено. Теперь, когда видео с прямого эфира продолжает циркулировать, а отрывки с выражением лица Чунгука становятся виральными, публика все еще задается вопросом: это начало чего-то нового между ними? Будут ли сотрудничество, воссоединение или просто еще один теплый момент,
который снова заставит мир погрузиться в те же эмоции. Никто не знает наверняка, но одно ясно – одно сообщение от Тэхёна сумело потрясти сердце Чонгука, а вместе с ним сердца миллионов людей по всему миру, которые наблюдали, как два имени снова резонируют в одном ключе – безвременном тоне тоски и братства. Появится ли Тэйхён снова в следующем моменте Чонгука? Или это только первая глава более крупной истории, которая еще не раскрыта? Только время покажет. Но для армии этого сообщения было достаточно, чтобы прояснить одно, что за всей славой и расстоянием в их сердцах все еще есть небольшое пространство, которое хранит воспоминания, любовь и надежду, которые никогда не уходят. И, возможно, где-то там Тэйхён и Чонгук знают, иногда одно сообщение может быть ценнее тысячи сцен, которые они делили вместе. Но история не закончилась ночью в Инчоне. После инцидента различные фрагменты видео с концерта начали циркулировать на платформах социальных сетей. Один из самых обсуждаемых клипов показывает Чонгука, смотрящего назад в зал, с необычным выражением лица. Он на мгновение остановился посреди песни, слабо улыбнулся, а затем опустил взгляд. Многие теперь считают, что в тот момент его глаза встретились с глазами Тэйхёна в толпе. Короткий зрительный контакт, который стал эмоциональным символом для миллионов зрителей, понимающих глубину их отношений. Спекуляции еще больше усилились, когда фанат, присутствовавший на концерте, поделился видео, показывающим человека со схожей с Тэйхёном осанкой, быстро идущего за кулисами вскоре после окончания концерта. «Я не осмелился подойти близко, но я уверен, что это был он», написал фанат в посте на X. Он был в черной куртке, шляпе и маске. Когда он увидел направление сцены, он немного улыбнулся. А когда Чонгук сошел со сцены, этот человек опустил голову и ушел. Пост мгновенно стал вирусным, набрав более 5 миллионов просмотров всего за несколько часов. Через несколько дней появились сообщения, что Тэйхён был в Инчоне в ту ночь по личным причинам. Однако многие уверены, что его присутствие не случайно. Источник из близкого окружения HYB Entertainment сообщил, что хотя официального расписания не было, Тэйхён попросил у команды разрешения посмотреть, как кто-то важный для него выступает на сцене. Одной этой фразы достаточно, чтобы встряхнуть фан-сообщество. А когда речь заходит об эмоциональном сообщении, отправленном вскоре после концерта, все кажется еще более ясным. Тэйхён действительно приехал ради Чонгука. Для многих давних фанатов их отношения – это больше, чем просто обычная история дружбы. Чонгук и Тэйхён известны как две фигуры, выросшие вместе под огромным давлением корейской индустрии развлечений. Они поддерживали друг друга в трудные времена, полагались на друг друга, когда мир требовал совершенства. От дней стажерства до становления мировыми суперзвездами динамика их отношений всегда было интересно наблюдать. Но со временем различия в проектах, графиках и карьерных путях привели к тому, что они редко появлялись вместе. Это вызывало много вопросов среди армии. Так ли они близки, как раньше? Та ночь, казалось, ответила на все это самым тихим, но самым значимым образом. Сообщение Тэйхёна – это напоминание о том, что, несмотря на расстояние, чувства и воспоминания никогда по-настоящему не угасают. «Я видел тебя на сцене сегодня вечером», — сказал один из источников. «Ты не только великий певец, но и человек, который вырос в замечательного мужчину. Я горжусь тобой, Кук». Простая фраза, но несущая такой эмоциональный вес, особенно для человека, как Чонгук, который, как известно, редко показывает свою хрупкую сторону на публике. Один из самых обсуждаемых моментов произошел после окончания прямого эфира. Некоторые фанаты, пересмотревшие видео, заметили, что перед тем, как камера выключилась, Чонгук тихо пробормотал: «Я не ожидал, что он вспомнит». Это как маленький кусочек большего чувства, чувство волнения и облегчения от того, что связь, которая когда-то казалась далекой, все еще жива в самом глубоком месте.
После той ночи настроение фандома резко изменилось. Многие писали эмоциональные сообщения в социальных сетях, говоря о том, как их отношения стали символом настоящей дружбы, которая сохраняется среди времени и расстояния. Их история заставляет меня верить, что настоящая связь не нуждается в публичности или внимании, написал один фанат в сообществе Weverse. Иногда одно сообщение от того, по кому мы скучаем, может стать лекарством от невидимой раны. Корейские развлекательные СМИ начали копать глубже. The Korea Times написала статью под заголовком «Невысказанная связь. Молчаливое сообщение Чонгука и Тэхьона», в которой подчеркивалось, насколько сильна их эмоциональная связь, что ее даже не нужно выражать словами на публике. В статье упоминалось, что такие моменты редки в мире кей-поп, который так спланирован и полон контроля. Когда два великих артиста выбирают личный способ поприветствовать не перед камерой, а через искренние сообщения, мы видим человеческую сторону этих мировых звезд, написал журналист. Вскоре после этого Чонгук опубликовал фотографию в Инстаграм. На фотографии видно только ночное небо с тусклым светом вдалеке. Его подпись была короткой. Он все еще сияет. Не нужно говорить, кому предназначалась фотография. Но для армии смысл был ясен. Многие интерпретировали это как тонкий ответ на предыдущую публикацию Тэхьона. Две звезды, которые отправляют сообщения друг другу через символ неба, словно ночное небо является молчаливым свидетелем их внутренней коммуникации. Через несколько недель Чонгук снова появился в радиоинтервью в Сеуле. Когда его спросили о концерте в Инчоне, он ответил спокойным, но значимым тоном. «Это была особенная ночь. Пришел кто-то, кого я не ожидал, и это было похоже на возвращение домой». Интервью мгновенно сделало атмосферу в студии тихой. Ведущий был ошеломлен, прежде чем продолжить следующий вопрос, но маленькой улыбки на лице Чонгука было достаточно для ответа. Ему не нужно было называть имя, потому что весь мир уже знал, кого он имел в виду. Более глубокое отслеживание встречи и сообщения оказались не совсем спонтанными событиями. Некоторые близкие люди упомянули, что за несколько месяцев до этого Тэхьон и Чонгук действительно начали общаться с помощью коротких сообщений. Они обсуждают мелочи, вспоминают прошлое и оказывают друг другу поддержку в проектах. Но момент в Инчоне был первой их встречей лицом к лицу за долгое время. «Это было похоже на воссоединение двух братьев», сказал один источник из персонала концерта. Они не говорили много, но слезы в их глазах уже все объясняли. Молчание, последовавшее за инцидентом, только добавило ему эмоциональной силы. Не было официального заявления от Хайбиб, никаких разъяснений от обеих сторон. Но, возможно, так и должно быть. Некоторые чувства не нужно объявлять, их просто нужно чувствовать. Чонгук известен тем, что выражает свои эмоции через музыку, а не слова. Поэтому неудивительно, что после инцидента он написал новые тексты в своей записной книжке. Один фрагмент текста, просочившийся на фан-форум, гласит: «Я встретил старое небо в том же городе, но свет теперь тише, теплее». Многие считают, что текст был вдохновлен непосредственно ночью в Инчоне. Для фанатов, следивших за путешествием BTS с самого начала, этот инцидент подобен листу ностальгии, который оживает. Они вспомнили время, когда Чонгук и Тэхьон часто дразнили друг друга на сцене, вместе смеялись в прямых эфирах V-Live и делились маленькими моментами, полными смеха за кулисами. Теперь, после лет одиночного пути, эти двое снова находят друг друга в тишине, которая даже глубже слов. Нет грандиозной сцены, нет блеска камер, только два сердца, которые снова узнают друг друга после долгого отсутствия в суете. Некоторые аналитики поп-культуры в Корее считают, что такие моменты показывают новую сторону поколения айдолов. Эмоциональные отношения, как у Чонгука и Тэхьона, являются доказательством того, что настоящая дружба может выжить в мире давления и ожиданий, сказал Хан Сын Мин, профессор музыки в Сеульском национальном университете. Они дают универсальное послание, что люди, независимо от того, насколько велики их достижения, все еще нуждаются в искренних связях. Теперь, спустя больше месяца после той ночи, тема сообщения Тэхьона все еще является горячей темой в мировом фан-сообществе. Многие армии создавали фан-арт, видеомонтаж и длинные посты об их интерпретации отношений между этими двумя фигурами.
Один вирусный фанарт изображает две звезды в небе, сияющие рядом, несмотря на разделяющие их темные облака. Некоторые звезды сияют ярче, когда вспоминают, откуда они пришли. Считается, что эта цитата отражает прочную эмоциональную связь между двумя фигурами, которые выросли вместе. Тем временем начали циркулировать слухи о возможном музыкальном сотрудничестве Чунгука и Тэхёна. Хотя официального подтверждения не было, некоторые источники сообщили, что эти двое обсуждают совместные проекты после того, как Тэхён завершит свой военный график. Если это правда, это будет момент, которого ждал весь мир. Эмоциональное воссоединение, которое не только потрясет музыкальную индустрию, но и тронет сердца миллионов фанатов, которые давно ждали, когда они снова будут вместе на одной сцене. Но за всеми этими слухами и ожиданиями суть этой истории остается прежней – честность. Простое сообщение, отправленное Тэхёном, эмоциональные реакции Чунгука и резонанс, который почувствовали миллионы людей – показывает, что эмоциональной честности все еще есть место в этом быстро меняющемся мире. Никакой рекламной стратегии, никакой грандиозной сцены, просто два сердца, вспоминающие друг о друге в цифровой тишине. И когда в Инчхоне снова наступает ночь, под тем же небом, куда было впервые отправлено сообщение, вероятно, есть два человека, которые смотрят вверх одновременно, немного улыбаются и знают, что бы ни случилось в будущем, они уже понимают друг друга, не нуждаясь в лишних словах. Потому что иногда в суетливой жизни одно сообщение может быть мостом между прошлым, настоящим и будущим. И в ту ночь Чунгук и Тэхён доказали, что этот мост все еще стоит между ними. Возможно, мир будет продолжать гадать о полном содержании сообщения, о том, о чем они говорили после этого, о том, будет ли продолжение того эмоционального момента. Но для тех, кто понимает, нет необходимости в окончательном ответе. Достаточно знать, что после концерта в Инчхоне два лучших друга, которые когда-то делили мечту на маленькой сцене, снова находят друг друга под одним светом. И это для многих больше, чем просто новости. Это было напоминание о том, что в каждой песне, в каждом взгляде, в каждом сообщении, отправленном молча, всегда есть истории любви, дружбы и времени, которые не способны стереть их смысл. Та ночь в Инчхоне теперь стала воспоминанием, но ее эмоциональное эхо все еще ощущается по всему миру. От простого экрана телефона, отображающего одно имя, до тысяч дрожащих сердец, наблюдающих за этим, история между Чунгуком и Тэхёном прорвалась через границы айдолов и фанатов. Она превращается в гораздо больший символ о том, как время, расстояние и занятость никогда не смогут погасить свет искренних отношений. Не нужен прожектор, не нужно официальное заявление, всего одно сообщение, одна улыбка, один взгляд, который возвращает тепло, которое когда-то было потеряно между двумя друзьями, которые выросли вместе в одной мечте. Теперь, после того, как все прошло, мир, кажется, затаив дыхание, ждет продолжения истории. Это сообщение конец старой главы или начало чего-то нового? Вернутся ли они на ту же сцену, разделят смех или просто будут вспоминать друг о друге в тишине? Никто не знает. Но одно ясно. Среди всего блеска популярности и суеты мира развлечений, этот момент напоминает всем, что даже самая яркая звезда все еще ищет другой свет, который заставит ее почувствовать дом. Чунгук со всей его теперь зрелостью показал свою человечную сторону в ту ночь. Хрупкую, но искреннюю сторону, которая осмелилась пролить слезы по тому, кто еще важен. Тэхён в своей спокойной и загадочной манере решил говорить через сообщение вместо сцены. И именно в этой простоте оба демонстрируют истинное значение братства. Что не все отношения нужно объяснять, поскольку некоторые можно только почувствовать. Для ARMY эта история не просто еще один эмоциональный эпизод между двумя участниками BTS. Это напоминание о том, что настоящая любовь и дружба
не нуждается в большой сцене, чтобы сиять. Она живет в мелочах. В сообщениях, отправленных поздно ночью, в мимолетных взглядах в толпе, в воспоминаниях, которые никогда не исчезают. В мире, полном шума, такие моменты становятся редкими оазисами честности. И, возможно, однажды, когда они снова встанут на одну сцену, мир узнает, что ночь в Инчхоне была не концом, а началом нового, более спокойного, но более глубокого пути. Потому что за каждой песней, которую они поют, всегда есть историю, которую понимают только они вдвоем. Историю двух огней, которые когда-то разделились, но в конце концов снова нашли друг друга в том же небе. В конце концов, сообщение было не просто о «я видел тебя на сцене», а о «я все еще здесь». Простая фраза, которая преодолевает расстояние времени, исцеляет невидимые раны и доказывает, что за всей славой все еще есть сердца, которые дрожат из-за самых человечных вещей – дружбы, честности и любви, которая не нуждается в объяснениях. В ту ночь в Инчхоне, под еще сияющим небом, Чунгук и Тэхьон не только отправили сообщение друг другу, они напомнили миру, что даже среди звезд чувства могут быть такими реальными.